Как вы думаете, кто самый гениальный контрабандист в истории? Человек, который прорыл туннель длиной 370 метров под охраняемой границей? Или тот, кто превратил подводную лодку в транспорт для запрещенного груза? А может быть, женщина, которая обманывала таможню, пряча бриллианты в самых неожиданных местах своего тела? Эти люди превратили незаконный бизнес в настоящее искусство, рискуя свободой и жизнью ради огромных денег. Вы будете поражены, узнав, что некоторые контрабандисты строили целые железнодорожные ветки под носом у полиции, а другие использовали дрессированных голубей для переправки наркотиков через границу. Их методы настолько изобретательны, что даже спецслужбы признавали их гениальность. Начнем с истории, которая покажет, на что способен человеческий разум, когда речь идет о миллионах долларов. В 2007 году таможенники аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке остановили погребальный кортеж. Документы были в порядке. Гроб опечатан, сопровождающие скорбели. Но один из офицеров заметил странную деталь. Гроб был слишком тяжелым даже для крупного человека. Когда печати вскрыли, внутри обнаружили не только тело, но и 120 килограммов чистого кокаина, упакованного в герметичные пакеты и спрятанного под обивкой. Он использовал свой бизнес для перевозки наркотиков из Колумбии в США более 5 лет. Организатором схемы оказался Луис Эрнандес, владелец похоронного бюро в Майами. Эрнандес заключал договоры с бедными семьями, которые не могли позволить себе перевезти тела умерших родственников на родину. Он предлагал сделать это бесплатно. Семьи соглашались, не подозревая, что их горе превращают в прикрытие для преступления. Схема работала безотказно. Тела бальзамировали, затем в специально подготовленные полости внутри гроба укладывали пакеты с наркотиками. Сверху устанавливали фальшивое дно, обитое дорогой тканью. Вес распределяли так, чтобы при переноске ничего не вызывало подозрений. Каждый гроб сопровождали поддельные медицинские справки и свидетельства о смерти. Таможенники крайне редко проверяют похоронные грузы. Это считается неэтичным, требует специальных разрешений и занимает много времени. Эрнандес знал об этом и эксплуатировал человеческое уважение к мертвым. За 5 лет он переправил наркотиков на сумму более 80 миллионов долларов. Его поймали случайно. Один из сотрудников похоронного бюро, которого Эрнандес уволил за пьянство, сдал его властям из мести. Агенты установили наблюдение и зафиксировали, как в морге загружают пакеты в гроб с телом пожилой женщины. При обыске дома Эрнандеса нашли подробные записи всех перевозок, включая даты, имена умерших и количество груза. Самое циничное в этой истории – Эрнандес действительно хоронил людей по всем правилам. Семьи получали тела родственников в целости, не зная, что гробы использовали как транспорт для наркотиков. Он получил 23 года тюрьмы, но его метод взяли на вооружение другие картели. Береговая охрана США патрулировала воды Тихого океана в 150 километрах от побережья Гватемалы, когда радар зафиксировал странный объект. Он двигался под водой на глубине 3 метров со скоростью 12 узлов. Военные решили, что это неопознанная подводная лодка, возможно, принадлежащая иностранной разведке. Когда катера приблизились, из воды показалась самодельная перископическая труба. Экипаж заставил субмарину всплыть. То, что они увидели, поразило даже опытных офицеров. Перед ними находилась полностью функциональная подводная лодка длиной 31 метр, построенная в джунглях Колумбии. Внутри обнаружили 7 тонн кокаина стоимостью 187 миллионов долларов и 4 членов экипажа. Лодку построил Хуан Карлос Рамирес, инженер из Медельина, который раньше работал на судостроительной верфи. Картель предложил ему $2 миллиона за создание судна, способного доставлять наркотики в США незамеченным. Рамирес согласился и потратил 8 месяцев на строительство в удаленном районе джунглей. Субмарина была сделана из стекловолокна и кевлара, что делало ее почти невидимой для радаров. Дизельный двигатель работал на специальном топливе, которое не оставляло заметного следа на поверхности воды. Система вентиляции была спроектирована так, чтобы выхлопные газы выходили под водой и растворялись без образования пузырей. Лодка могла находиться в автономном плавании до 20 суток и преодолевать расстояние в 3000 километров. Экипаж состоял из капитана, механика, навигатора и повара. Каждому платили по $500 тысяч за рейс. Они спали по очереди в тесной каюте, питались консервами и дышали переработанным воздухом. Внутри не было туалета, использовали ведра. Температура достигала 40 градусов из-за работающего двигателя. При задержании капитан пытался затопить лодку, открыв специальные клапаны. За 40 секунд внутрь хлынуло 2 тонны воды. Береговая охрана успела вытащить экипаж, но большая часть кокаина была испорчена морской водой. Следствие установило, что это была уже 6-я подлодка, построенная Рамиресом. Предыдущие 5 успешно доставили груз в Мексику, откуда наркотики переправляли в США по суше. Общая стоимость перевезенного товара превысила $1 миллиард. Рамирес получил 30 лет тюрьмы, но его чертежи уже скопировали другие картели. Сейчас таможенные службы фиксируют до 8 таких субмарин ежегодно.
Черный лимузин с дипломатическими номерами подъехал к таможенному терминалу аэропорта Хитроу в Лондоне. Из машины вышел мужчина в дорогом костюме с дипломатическим паспортом Республики Того. Таможенники приветливо кивнули и пропустили его багаж без досмотра. Дипломатическая неприкосновенность защищала его чемоданы от любых проверок. Мужчину звали Франко Бенни, но это имя было фальшивым, как и паспорт и должность культурного атташе. Настоящее имя — Джеймс Ричардсон, бывший актер из Ливерпуля, который провалил карьеру и влез в долги. В 37 лет он согласился на предложение нигерийского наркокартеля. За 50 тысяч фунтов за рейс он перевозил героин из Пакистана в Европу под видом дипломата. Схема работала безупречно 4 года. Картель подделывал дипломатические паспорта африканских стран, которые имели слабый контроль за выдачей документов. Ричардсон получал новую личность каждые 3 месяца. То он был представителем Това, то Бенина, то Экваториальной Гвинеи. Поддельные документы делали мастера в Лагосе, копируя настоящие бланки с водяными знаками и голограммами. Перед каждой поездкой Ричардсон проходил подготовку. Ему давали досье со всеми деталями его легенды, где он учился, кто его родители, какие должности занимал. Он заучивал информацию о культуре и политике страны, от имени которой выступал. Картель даже нанял преподавателя французского, потому что многие африканские дипломаты говорили на этом языке. Ричардсон арендовал квартиру в престижном районе Лондона, ездил на дорогих машинах, посещал дипломатические приемы. Он познакомился с настоящими африканскими дипломатами и даже получил приглашение на официальный прием в посольстве Ганы. Никто не подозревал, что этот обаятельный человек перевозит наркотики. За 4 года он совершил 32 рейса, переправив героина на сумму 260 миллионов фунтов. Каждый раз в его дипломатических чемоданах лежало от 15 до 25 килограммов наркотиков, упакованных в вакуумные пакеты и спрятанных в тайниках с двойным дном. Его поймали из-за ревнивой любовницы. Ричардсон встречался с официанткой из Кенсингтона, который рассказал правду после слишком большого количества виски. Когда он бросил ее ради другой женщины, она позвонила в полицию. Агенты проверили информацию и обнаружили, что человек по имени Франко Бенни не числится ни в одном официальном реестре дипломатов того. При аресте в его квартире нашли 8 поддельных паспортов, 3 килограмма героина и 200 тысяч фунтов наличными. Ричардсон получил 22 года тюрьмы, но его методы вдохновили десятки других контрабандистов на использование дипломатического прикрытия. Пограничный патруль США заметил странную конструкцию на мексиканской стороне границы в районе города Нако в 2011-м. Через бинокль офицеры разглядели деревянную раму высотой около 9 метров, напоминающую средневековую катапульту. Пока они вызывали подкрепление, механизм выстрелил. Тюк весом 28 килограммов пролетел над пограничной стеной и приземлился на американской территории в 50 метрах от патрульной машины. Когда агенты добрались до места падения, мексиканская бригада уже разбирала катапульту и грузила части в грузовик. Тюк содержал чистую марихуану, упакованную в термоусадочную пленку. На ленте были следы смазки. Груз готовили специально для запуска, чтобы уменьшить трение. Расследование показало, что картель Синалоа использовал катапульты уже 8 месяцев. Инженеры нарколаборатории создали несколько моделей метательных машин разной мощности. Самая большая могла забрасывать груз весом до 45 килограммов на расстояние до 90 метров. Конструкция была разборной, ее собирали за 20 минут и также быстро демонтировали после использования. Катапульта работала на принципе торсионной энергии. Толстые резиновые жгуты, закрепленные на деревянной раме, натягивали с помощью лебедки. В специальный лоток укладывали тюк с наркотиками. Когда спусковой механизм освобождали, жгуты разжимались и выбрасывали груз по параболической траектории через 6-метровую пограничную стену. На американской стороне работала принимающая группа. Они отслеживали место падения с помощью рации и GPS-координат. Обычно тюки приземлялись в заранее выбранной зоне, пустынной местности в 3 километрах от ближайшей дороги. Водители на квадроциклах собирали груз за несколько минут и увозили в тайники. Картель проводил тестовые запуски с мешками песка, чтобы откалибровать траекторию. Они учитывали направление ветра, температуру воздуха и влажность. Для каждой точки границы составляли таблицы поправок. Точность попадания в заданную зону достигала 80%. За 8 месяцев через катапульты перебросили около 4 тонн марихуаны. Каждый запуск приносил картелю чистую прибыль в $42 тысячи. Операторы получали по $2000 за ночь работы. Обычно делали от 5 до 8 запусков за смену в разных точках границы. Пограничная служба установила камеры наблюдения и датчики движения вдоль стены в районе Нако. Но картель просто переместил операции на 30 километров западнее. Там построили уже 3 новые катапульты.
Агенты находили следы запусков по характерным вмятинам в песке и обрывкам упаковочной пленки. Мексиканская полиция арестовала одну бригаду операторов, но это не остановило схему. Картель нанял новых людей и усовершенствовал конструкцию. Последняя модель катапульты была сделана из алюминиевых труб и весила всего 60 килограммов. Ее перевозили в обычном фургоне. Охранник тюрьмы в Букараманге, Колумбия, услышал странный шум во дворе для прогулок. На бетонном ограждении сидел почтовый голубь, который явно не мог взлететь. Птица хромала и тяжело дышала. Когда охранник поймал голубя, он почувствовал, что тот весит намного больше обычного. К лапкам и спине птицы скотчем были примотаны маленькие пакетики с кокаином общим весом 45 граммов. Расследование вышло на Педро Санчеса, заключенного, который содержался в этой тюрьме за торговлю наркотиками. Его сообщники на воле организовали целую голубиную почту для доставки кокаина и марихуаны прямо в камеры. Санчес руководил операцией из тюрьмы через контрабандные мобильные телефоны. Схема работала 8 месяцев до поимки перегруженной птицы. Картель содержал голубятню в 2 километрах от тюрьмы. Профессиональный голубевод Карлос Мендес дрессировал птиц по заказу преступников за $5000 в месяц. Он обучал голубей лететь к определенным окнам тюремных корпусов, где заключенные оставляли приманку, зерна и хлебные крошки. Мендес начинал тренировки с коротких дистанций. Сначала птиц приучали к маршруту в 100 метров, затем постепенно увеличивали расстояние. Голуби запоминали ориентиры: водонапорную башню рядом с тюрьмой, красную крышу соседнего здания, ряд эвкалиптов вдоль дороги. Через 3 месяца тренировок птицы безошибочно находили нужное окно даже ночью. Каждый голубь мог нести до 60 граммов груза, но обычно загружали не больше 45, чтобы птица летела быстрее и не привлекала внимания. Наркотики упаковывали в тонкую водонепроницаемую пленку и крепили специальными легкими ремешками из нейлоновой нити. Вес распределяли равномерно, чтобы не нарушить баланс полета. Заключенные платили по $300 за доставку одной порции. За 8 месяцев через голубиную почту переправили около 3 килограммов наркотиков. Внутри тюрьмы кокаин продавали по цене в 5 раз выше уличной. Санчес контролировал весь рынок в своем блоке и зарабатывал до $20 тысяч ежемесячно. Операция раскрылась случайно. Тот голубь, которого поймал охранник, был перегружен. Ему привязали 68 граммов вместо обычных 45. Птица не смогла преодолеть последние 200 метров и упала во двор. Ветеринар установил, что у голубя были повреждены крылья от чрезмерной нагрузки. Полиция нашла голубятню и арестовала Мендеса вместе с 32 дрессированными птицами. При обыске обнаружили журнал с записями всех отправлений, включая даты, вес груза и номера камер получателей. Мендес получил 7 лет тюрьмы, Санчесу добавили еще 12 лет к сроку. Администрация тюрьмы установила сетки на всех окнах, но это не остановило контрабандистов. Через полгода в другой колумбийской тюрьме перехватили дрона с наркотиками. Преступники просто перешли на новые технологии. Таможенники польского порта Гданьск остановили фургон с надписью «Реставрационная мастерская» в 2003-м. Водитель предъявил документы на перевозку антикварной мебели из Калининграда в Германию. Все выглядело законно: разрешение, сертификаты подлинности, страховка на 200 тысяч евро. Но один из офицеров заметил, что деревянные панели в кузове странно блестят на свету. Когда эксперт осмотрел груз, он побледнел. Под слоем темного лака скрывались янтарные пластины, искусно замаскированные под обычное дерево. Общий вес янтаря составил 370 килограммов. По предварительной оценке, стоимость груза превышала 4 миллиона евро на черном рынке. Водителя звали Кшиштоф Новак, реставратор мебели из Варшавы. Он работал на группу контрабандистов, которая вывозила балтийский янтарь из Калининградской области в обход российских экспортных пошлин. Схему организовал Виктор Соколов, бывший геолог из Светлогорска, который знал все нелегальные янтарные копи в регионе. Соколов скупал необработанный янтарь у черных копателей по 50 евро за килограмм. Эти люди работали ночью на заброшенных карьерах, используя самодельные помпы для размывания песчаных пластов. За одну ночь бригада из 5 человек добывала до 100 килограммов сырья. Официальные власти боролись с незаконной добычей, но копателей было слишком много. После покупки янтарь везли в подпольную мастерскую в Калининграде. Там мастера распиливали крупные куски на тонкие пластины толщиной 2-3 мм и полировали их до идеальной гладкости. Затем начиналась самая сложная часть – маскировка. Новак разработал уникальную технологию. Он брал старые деревянные панели 18 или 19 века, которые имели документальное подтверждение возраста. С внутренней стороны выбирал древесину, создавая углубления глубиной 3 мм. В эти пазы на специальный клей сажал янтарные пластины. Сверху покрывал все темным лаком с добавлением древесной пыли, который полностью скрывал янтарный блеск. Готовые панели выглядели как обычная антикварная мебель или декоративные элементы интерьера.
Даже опытный оценщик не мог определить подделку без специального оборудования. Вес был единственной уликой. Панели оказывались тяжелее, чем должны быть деревянные изделия таких размеров. Группа Соколова совершила 23 успешных рейса за 2 года. Каждый раз везли от 200 до 400 килограммов янтаря. В Германии покупатели снимали маскировку и продавали сырье ювелирным мастерским по 350 евро за килограмм. Общая прибыль группы превысила 8 миллионов евро. Соколова поймали через полгода после ареста Новака. Польская полиция передала информацию российским коллегам. При обыске мастерской в Калининграде нашли 500 килограммов необработанного янтаря и оборудование для создания фальшивых панелей. Соколов получил 9 лет колонии строгого режима и штраф в 2 миллиона рублей. Самое интересное, часть вывезенного янтаря содержала включение насекомых возрастом 40 миллионов лет. Эти образцы представляли огромную научную ценность и должны были храниться в музеях, но оказались распроданы частным коллекционерам по всему миру. Сотрудник аукционного дома Сотбис в Нью-Йорке принимал партию картин из частной коллекции в 2015-м. Среди лотов была работа малоизвестного французского импрессиониста, оцененная в $80 тысяч. При осмотре эксперт заметил, что рама весит непропорционально много для своего размера. Когда он попытался снять заднюю панель рамы, обнаружил, что она запечатана необычно тщательно. 8 слоев клея и специальные винты с нестандартной резьбой. Эксперт вызвал службу безопасности, раму вскрыли в присутствии агентов ФБР. Внутри деревянного багета находились 16 свернутых полотен старых мастеров, украденных из европейских музеев и частных коллекций. Среди них был портрет работы Рембрандта, пропавший из Амстердамского музея в 1993-м, и 2 пейзажа Моне, похищенные из Парижской галереи в 2007-м. Общая стоимость находки превышала $120 миллионов. Владельцем коллекции числился Стефан Бергер, арт-дилер из Цюриха. При допросе он назвал имя поставщика – Джованни Марчелло, итальянский реставратор, работавший с крупнейшими музеями Европы. Марчелло имел доступ к хранилищам, каталогам и системам безопасности десятков галерей. Он не крал картины сам, но создавал для воров детальные планы ограблений, указывая слабые места охраны. Марчелло разработал гениальную схему вывоза краденных полотен. Он скупал малоценные картины XIX века у обычных коллекционеров. Затем заказывал для них роскошные рамы ручной работы в своей мастерской во Флоренции. Рамы делали с двойным дном. Между внешней и внутренней стенками багета оставляли полость шириной 4 см. Украденные картины снимали с подрамников, аккуратно сворачивали в трубку диаметром 3 см и помещали внутрь рамы. Полость запечатывали, покрывали воском и состаривали специальными химикатами, чтобы создать впечатление цельной конструкции возрастом 100 лет. Сверху монтировали обычную малоценную картину. Рентген не показывал ничего подозрительного. Старое дерево, холст, краски. Марчелло перевозил такие рамы по всему миру под видом обычных арт-лотов. У него были безупречные документы, репутация и связи в арт-сообществе. Таможенники видели известного реставратора с картиной, оцененной в $50-100 тысяч, и пропускали без тщательного досмотра. Никто не догадывался, что внутри рамы скрыты шедевры стоимостью в миллионы. За 22 года Марчелло переправил 143 украденных полотна. Он работал с ворами из 8 стран, получая 15% от стоимости каждой сделки. На его счетах в швейцарских банках нашли $37 миллионов. Квартира в Милане была заполнена произведениями искусства общей стоимостью 12 миллионов евро. Самым циничным оказалось то, что Марчелло одновременно консультировал музеи по вопросам безопасности. Он получал деньги за советы, как защитить коллекции от краж, а затем использовал эту информацию для организации ограблений. В его компьютере нашли планы хранилищ 23 крупнейших музеев Европы с отметками о графике работы охраны и расположении камер. Интерпол установил, что минимум 40 картин, перевезенных Марчелло, уже невозможно найти. Их купили частные коллекционеры из стран Персидского залива и Азии, где законы об охране культурного наследия практически не работают. Эти шедевры навсегда исчезли из поля зрения искусствоведов и музеев. Марчелло приговорили к 28 годам тюрьмы, но он отказался называть имена покупателей. Следствие считает, что он спрятал информацию в надежде на сделку и смягчение приговора в будущем. Таможенник аэропорта Йоханнесбурга заметил, что пожилая женщина в инвалидной коляске странно нервничает при прохождении контроля. Ей было 68 лет, она летела в Амстердам и выглядела как обычная туристка. Но когда офицер попросил ее встать для дополнительного досмотра, женщина категорически отказалась, ссылаясь на медицинские показания. Рентген показал металлический протез левой ноги ниже колена. Документы подтверждали, что Мария ван дер Мерве потеряла ногу в автокатастрофе 12 лет назад. Все казалось в порядке, но опытный таможенник настоял на дополнительной проверке.
Когда женщину отвели в отдельную комнату и попросили снять протез, она попыталась убежать на костылях. Внутри протеза обнаружили 237 необработанных алмазов общим весом 320 каратов. Камни были упакованы в герметичные капсулы и помещены в полость титанового протеза. Стоимость груза составила 14 миллионов долларов. Мария ван дер Мерве оказалась ключевой фигурой в международной сети контрабанды алмазов из Южной Африки. Она действительно была инвалидом, но специально заказала протез с увеличенной полостью внутри. Конструкцию разработал ортопед из Кейптауна, который получал по 50 тысяч долларов за каждый заказ. Схема работала безупречно 7 лет. Мария совершила 63 рейса, перевезя алмазов на общую сумму свыше 800 миллионов долларов. Она летала бизнес-классом, останавливалась в дорогих отелях, вела себя как состоятельная пенсионерка. Таможенники видели пожилую инвалидку и пропускали ее без тщательного досмотра из уважения и жалости. Перед каждым рейсом ортопед вскрывал протез, загружал новую партию алмазов и запечатывал конструкцию медицинским герметиком. Процедура занимала 3 часа. Мария носила протез неделю до вылета, чтобы привыкнуть к измененному весу и не хромать подозрительно. В Амстердаме ее встречал племянник, который забирал алмазы и отвозил к огранщикам. Обработанные камни продавали легально через ювелирные биржи. Мария получала 5% от каждой сделки. За 7 лет она заработала 42 миллиона долларов. Ее поймали случайно. Один из алмазов был слишком крупным и создавал необычное затемнение на рентгеновском снимке. Таможенник работал в аэропорту 20 лет и заметил аномалию. Ну вот, даже алмазы не всегда могут скрыться от внимательных таможенников. Если вам нравятся истории о гениальных контрабандистах и их хитростях, загляните на наш сайт whiteori.com. Там мы собрали еще больше интересных фактов и забавных историй. Ссылка в описании. При обыске квартиры Марии в Кейптауне нашли 3 запасных протеза с тайниками, 2 миллиона долларов наличными и записи всех перевозок с датами и суммами. Следствие установило, что группа Марии была частью более крупной организации, которая контролировала нелегальный вывоз алмазов из 6 африканских стран. В сети работало 23 курьера, многие из которых тоже были инвалидами или пожилыми людьми. Преступники целенаправленно искали таких людей, зная, что к ним относятся с меньшим подозрением. Мария получила 22 года тюрьмы. Ортопед бежал в Бразилию и скрывается до сих пор. А гениальность этой схемы заключалась именно в использовании человеческого сочувствия как главного инструмента обмана. Так кто же самый гениальный контрабандист в истории? Тот, кто строил туннели и подводные лодки? Или тот, кто превратил собственную инвалидность в идеальное прикрытие и заработал 42 миллиона долларов, перевозя состояние внутри собственного тела? Настоящая гениальность контрабанды не в технологиях, а в понимании человеческой психологии и использовании того, что люди не хотят проверять из уважения или жалости.